Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – работа с возражениями в переговорах. Откуда берутся возражения? Возражения возникают в момент смещения внимания. Поэтому возражение – это всегда победа над вниманием. Если мы не хотим, чтобы нам возражали, не надо заниматься продажами. Потому что продажи – это то место, где люди всегда недовольны. И это нормально. Ключевая мысль заключается в том, что каждая новая идея всегда будет требовать возражения. Например, человек говорит, что любит кофе. Значит ли это, что он не любит чай? Вполне. Но значит ли это, что он не сможет полюбить чай? Не значит. Это лишь значит, что кофе – это его любимый напиток. Что будет происходить с человеком на пути от любви к кофе к влюбленности в чай? Надо провести большую работу. В том числе надо много чего обсудить в себе. В этом заключается ключевая идея. Потому что в тот момент, когда происходит смещение внимания, человек начинает возражать. Все возражения разные, но их можно сгруппировать по уровню возражений. Что означает уровень? Это означает, что человек качественно меняет свое поведение, способ мышления, способ общения в соответствии с тем уровнем внимания, на котором он сейчас находится. Переводя человека от одного уровня возражения на другой, переговорщик, по сути, переходит от одной тактики ведения переговоров к другой, потому что каждый уровень возражений требует отдельного сценария поведения, соответственно, совершенно иной стратегии разговора. По этой причине невозможно составить такой универсальный список возражений, чтобы их выучить наизусть и преодолевать. Так не получится. Почему? Потому что нельзя человека застабилизировать. Потому что возражающий всегда находится в динамике. Каждый уровень возражения означает не только, что человек будет менять свои фразы. У человека принципиально меняется настроение, отношение к нам, отношение к сделке, отношение к нашему предложению. Поэтому в соответствии с этими изменениями должна меняться стратегия диалога. Как научиться возражения классифицировать? Единственный способ – это тренироваться в их классификации. В течение какого времени необходимо возражение классифицировать? В течение 3 секунд. Поэтому чем лучше мы научимся классифицировать возражения, тем лучше мы будем понимать клиента и ситуацию, в которой он сейчас находится. Давайте рассмотрим возражения на уровне 0% внимания. Что происходит на этом уровне? На этом уровне складывается впечатление, что человек нас не видит и не слышит. Человек занят какими-то своими проблемами. Сколько у такого человека есть внимания на то, чтобы с нами коммуницировать? 0%. В нашем случае это то, с чего начинается разговор. На этом уровне человек старается изо всех сил от нас избавиться. О чем это говорит? Это говорит о том, что его внимание в нашу сторону просто отсутствует. Как звучат возражения на уровне внимания 0%? Отправьте свое предложение нашему секретарю. Если нас это заинтересует, мы с вами обязательно свяжемся. Знаете, я сейчас очень сильно занят. Когда освобожусь, неизвестно. Мы как раз занимаемся этим вопросом. Позвоните нам, пожалуйста, через год. Итак, у нас есть клиент с 0% внимания. Ему вообще наплевать, кто мы, что мы, чем мы занимаемся. У него нет на нас времени, нет денег, и вообще ему не интересно, что мы предлагаем. Какая наша главная задача на уровне внимания 0%? Привлечь внимание клиента, вступить с человеком в контакт, сделать так, чтобы он сказал: «Я же тебе сказал, отвали!» Какие существуют способы с человеком законнектиться? Первый способ – интуитивная телепатия. В чем она заключается? Задача заключается в том, чтобы подобрать фразу, которая будет таким ключиком к сознанию человека. Например, делая холодные звонки, перед тем, как озвучить цель разговора, можно клиента проверить на адекватность. Как это делается? Например, так. Николай Иванович, я звоню узнать, насколько вас интересует вопрос выполнения плана продаж. И насколько вам, как руководителю, такой разговор может быть интересен. Дело в том, что основная функция начальника отдела продаж – это повышать продажи. Но статистика – штука упрямая. Дело в том, что в 4 случаях из 10 роб отвечает, что ему это не интересно. Какой тут можно сделать вывод? 40% робов, которые рулят отделами продаж, фактически расписываются о собственной профнепригодности, после чего им остается лишь порвать на себе одежду и посыпать голову пеплом. Но не все так просто. Почему? Потому что возражения делятся на истинные и ложные. Поэтому не в каждую сказанную фразу следует верить слепо. Скорее всего, клиент врет. Почему врет? Врет по причине того, что его внимание на уровне 0%. Часто роб после этого вопроса начинает выражать сомнения, что речь, наверное, будет идти о бизнес-тренингерах, втюхивании клиентских баз и прочей лабуды. Дело в том, что если 50-й клиент сказал нам, что мы, наверное, продаем тренинги или еще какую-нибудь херню, что в этом случае надо сказать 51-му клиенту? Надо человеку сказать: вы, наверное, сейчас думаете, что я вам начну предлагать услуги бизнес-тренингеров, навяливать клиентские базы или еще какую-нибудь херню. Производя такой ход,
мы заметим, что это нам помогает с человеком законнектиться. Почему это так работает? Потому что каждый такой экспромт рождает новую порцию внимания. Каждая фраза, сказанная правильно, сказанная в точку, дает развитие отношений. Второй способ называется приемлемое время. Если взять холодные звонки, то продавец может быть не вовремя только один раз. Почему? Потому что дважды произвести в первое впечатление нельзя. Продавец может быть не вовремя только один раз. Потому что первый звонок существует для того, чтобы договориться о следующем звонке. То есть узнать, когда у человека будет время для разговора. Третий способ – сделать так, чтобы разговор продолжался. Что это означает? Это значит, что если мы разговариваем по телефону и чувствуем, что человек вот-вот бросит трубку, мы берем и бросаем трубку. Ждем пару минут, потом перезваниваем и говорим: «Кажется, прервалось». Зачем это делается? Этого достаточно, чтобы человек спустил пар и перезагрузился. Если разговор ничем не заканчивается, и мы чувствуем, что человек прощается с нами навсегда, задача сделать так, чтобы нам пришлось еще хотя бы раз с человеком переговорить. Основная задача – оставить за собой повод позвонить. Давайте перейдем к возражениям на уровне внимания 25%. Как говорит такой человек? «Закройте, пожалуйста, дверь с другой стороны. Еще раз придете, я вызову охрану». О чем это говорит? Это означает, что человек больше не сможет сконцентрироваться на том, чем он занимался до того, как мы вмешались в его сознание. То есть человек выделяет 25% своего внимания на то, чтобы постараться от нашего влияния избавиться. Как звучат возражения на уровне внимания 25%? Что же вы все время так не вовремя? Знаете, я привык принимать решения сам. Если мне понадобится, я вам сам перезвоню. Не тратьте на меня свое время, я все равно ничего не буду покупать. Этот уровень – своеобразный фильтр для новичков. Обычный новичок ломается именно на этом этапе. Те, у кого есть домашнее животное, могут легко проделать следующий эксперимент. В то время, когда голодное животное будет кушать, мы берем и осторожно начинаем тянуть его за хвост. Первая реакция – он сделает вид, что мы не тянем его за хвост, и начнет есть сильнее. Вторая реакция – он бросит есть и попытается нас укусить. То же самое делает клиент. Первая реакция – он сделает вид, что нас нет, и начнет сильнее пялиться в монитор. Вторая реакция – он возьмет клавиатуру в руки и попытается нас прогнать. На уровне 25% возражения становятся более заметными. Человек начинает проявлять в нашу сторону активность. Что он делает? Он выделяет нам определенную порцию своего внимания. Здесь тактика нашего диалога меняется. На уровне 25% у человека предельно короткая ритмичная речь. Слов мало. Все слова конкретные и четкие. Идет достаточно жесткий ритм разговора. Поэтому витиеватые рассказы здесь неуместны. Мы должны быть готовы возражения буквально парировать. Существует несколько способов, которые помогают убрать из общения агрессию. Часто на этом уровне ситуация заходит в тупик. Почему? Потому что клиент идет к конфликту, а переговорщик не умеет с возражениями работать, и конфликт начинает обостряться. У нас был человек, у которого 100% внимания было сконцентрировано на какой-то проблеме. Теперь этот человек отделяет порцию 25% своего внимания и отправляет это внимание в нашу сторону. Поэтому наша задача – взять порцию этого внимания и отправить ему обратно. Эффект тут заключается в следующем. Человек обычно к этому не готов. Его задача – это свое внимание выплеснуть и продолжить свои дела. Если же эта порция внимания отправляется ему обратно, то это отзеркаливание, в свою очередь, стимулирует еще 25% его внимания. Таким образом, мы достаточно быстро выходим на уровень 50%. Какие существуют способы, при помощи которых мы внимание человека можем завоевывать? Первый способ называется «А ну-ка вспомни». В чем он заключается? Наша задача заключается в том, чтобы человек начал что-то вспоминать. И не важно, что он будет вспоминать. Почему это не важно? Потому что чем больше человек вспомнит, тем больше внимания у него будет. Например, мы можем сказать клиенту: если вы помните, еще в прошлый раз мы этот момент уже обсуждали. Что мы делаем? Мы побуждаем человека вспоминать. Преимущество этого способа заключается в том, что механизмы вспоминания работают автоматически, вне зависимости от того, хочет человек что-то вспоминать или нет. Второй способ называется «А ну-ка сравни». В чем он заключается? У человеческого сознания существует прекрасное свойство. Сознание умеет воображать. То есть на основе каких-то исходных данных достраивать образы. Поэтому, когда клиент нам говорит, что он работает только с крупными поставщиками, он держит в своей голове какой-то образ. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы предложить ему другой образ, который расширит его картину мира. Каким образом расширит? Допустим, клиент говорит, что стакан наполовину пуст, а мы ему достраиваем картину, что стакан наполовину полон. Например, клиент говорит: «Хватит мне звонить, я все равно не буду этим заниматься». Тут можно ему сказать: «Вы не волнуйтесь, мне это почти ничего не стоит». Можно начать договариваться, можно сказать: «Знаете, я вам могу больше не звонить.
Если мы с вами выберем время, обсудим этот вопрос и решим раз и навсегда, стоит возвращаться к этому разговору или нет. Например, клиент говорит: вы своими звонками отвлекаете меня от работы. На что ему можно ответить: знаете, у меня работа такая, я целый день этим занимаюсь. Давайте перейдем к возражениям на уровне внимания 50%. Что делает клиент на этом уровне? На этом уровне человек начинает анализировать. Как говорил Остап Бендер: Шура, в переговорах существует такой момент, когда вам уже не дадут в морду. Часто на этом этапе многие продавцы допускают ошибку. Какую ошибку? Они не могут забыть негатив с предыдущих уровней, не могут переключиться на анализ, так как именно сейчас клиент начинает вникать в суть вопроса, ему хочется разобраться, о чем конкретно идет речь. Человек начинает анализировать наше предложение, он уже не может о нем не знать, поэтому у него появляется мотив узнать больше, соответственно и внимание его концентрируется на нашем предложении. Больше. Насколько больше? Ровно наполовину. В чем заключается наша основная задача? Это сформировать у клиента новую идею и притащить на эту идею как можно больше его внимания. Как звучат возражения на уровне внимания 50%? Мы получили несколько предложений от разных поставщиков. Сейчас будем выбирать лучшее. К сожалению, ваши конкуренты за те же деньги предложили более привлекательные условия поставки. Что необходимо для того, чтобы на уровне 50% добиваться успеха? Нам всего лишь надо понимать, как работает механизм анализа, механизм выбора оптимального решения. Для наглядности давайте возьмем два максимума, две крайности, где один будет положительный, а второй отрицательный. Для чего это нам надо? Нам это надо для того, чтобы увидеть полярность. Как у человека в голове происходит механизм выбора? Человеческое сознание перемещает внимание от одного максимума к другому. И в какой-то момент времени человек принимает решение об оптимальности. Что это значит? Это значит, что мы не покупаем самые дорогие ботинки за 50 тысяч, но и не покупаем как гастробайтеров за 300. То есть где-то в этом диапазоне мы находим что-то, что считаем оптимальным. Наша задача на уровне 50% внимания сделать так, чтобы человек принял решение об оптимальности нашего предложения. Как мы это можем сделать? Если мы скажем в лоб человеку, что наше решение является оптимальным, то, к сожалению, а может к счастью, ничего не произойдет. Но мы можем сделать так, чтобы сознание человека перемещалось от одного максимума к другому. И неважно, чем этот разговор закончится. Почему? Потому что через какой-то момент времени сознание человека примет решение об оптимальности. Давайте перейдем к возражениям на уровне внимания 75%. Как звучат возражения этого уровня? Они часто звучат как проблемы клиента. Например, клиент говорит: я не уверен, подойдет ли нам ваша услуга на 100%. Или я не уверен, запланированы ли в бюджете подобные расходы. На этом уровне 25% внимания человека еще не реализовано. То есть человек уверен не на 100%. И тут люди часто любят посоветоваться. Что в таком случае необходимо сделать? Надо предложить собраться всем вместе. Как звучат возражения на уровне внимания 75%? Я за, но я не принимаю таких решений самостоятельно. Мне необходимо посоветоваться с директором. Либо, к сожалению, я не уверен, хватит ли у моих сотрудников квалификации для того, чтобы использовать ваш продукт в полном объеме. Человек с проблемой – это человек с желанием, потому что проблема – это всегда компенсация желания. Иногда проблема становится настолько серьезной, что человек готов заплатить любые деньги, чтобы свою проблему решить. Что мы должны сделать? Первое – это сформулировать проблему. После того, как проблема была сформулирована, какой существует способ для того, чтобы ее решить? Это начать что-то делать для ее решения. Если нам удалось проблему клиента правильно проработать, значит клиент начнет что-то делать для того, чтобы свою проблему решать. Это и будет критерием перехода на следующий уровень возражений. Итак, мы подобрались к возражениям на уровне внимания 100%. На уровне 100% это тоже возражающий клиент. Просто возражающий на каком-то ином качественном уровне. Такой человек делает все возможное, чтобы продажа состоялась. Дело в том, что человек, который принял решение осознанно, он на 100% уверен в том, что сделал все правильно. Почему уверен? Потому что он прошел все уровни. Сначала он принял это как факт, потом отсек все лишнее, потом выбрал лучшее. В конечном итоге он принял решение приобрести, и он приобрел. Теперь ему все равно, что об этом думают другие. Если у человека внимание на уровне 100%, если ему не на чем сомневаться, то он сомневаться не будет. Как звучат возражения на уровне внимания 100%? Сейчас я позвоню своему бухгалтеру и узнаю, сможем ли мы сейчас перечислить деньги. Ох и забрались вы так высоко, я еле вас нашел. Ничего страшного, минут 40 я готов подождать. Если клиент перешел на уровень внимания 100% и начинает что-то делать, значит мы по отношению к его проблеме все сделали правильно. Если мы поработали с возражением правильно, то клиент начинает производить действия, которые продвигают сделку вперед. В работе с возражениями каждая новая идея всегда будет требовать новой работы.
Поэтому мы сначала добиваемся 100% внимания, чтобы нас выслушали, потом 100% внимания, что наше предложение интересное, и потом 100% внимания, чтобы клиент начал платить. В обычной практике, если переговорщик не знаком с системой преодоления возражений, он работает в хаотичном порядке. Обычно такой переговорщик обрушивает на клиента весь свой арсенал и давай таранить в клиента разного рода штучки. Иногда ему везет, и он попадает в ритм общения, а иногда ему не везет, и он клиента теряет. Получается потеря значительных временных ресурсов и игра в лотерею. Поэтому, чтобы это исключить, мы эту работу можем взять в систему и приучить самого себя одни принципы использовать сходу, а другие оставлять на десерт. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Если подытожить, то в работе с возражениями, да и в переговорах в целом, то, что будет работать хорошо на одном уровне, совсем не будет работать на другом. Потому что, как подсказывает житейская мудрость, в этой жизни каждый раз бывает по-разному. Поэтому не стоит доверять своему опыту слепо, так как при одном и том же опыте часто получается разный результат. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!